Трикотаж, массаж, физиотерапия, венотоники. Да это все не главное в лечении лимфодемы. А сейчас я расскажу, как надо лечить лимфодему. Меня зовут Надежда Александровна Горяева. Я доктор медицинских наук, профессор. Еще в 1987 году мной была открыта и описана в кандидатской диссертации мышца, напрягающая лимфатический клапан. Это открытие принадлежит Пермской школе лимфологов. Именно это открытие легло в основу лечения лимфодемы. Что вы знаете о лимфодеме? Наверное, вам известно, что это высокобелковый отек, чаще развивается на одной стороне либо руки, либо ноги, причем у женщин более часто. Бывает после перенесенной операции, особенно после удаления лимфатических узлов, травмы, инфекции, включая рожистую инфекцию, после облучения. Но вот что, вероятно, вы не знали о лимфодеме. Лимфодемы бывают не только рук и ног, но и внутренних органов. Есть много ситуаций, когда лимфатический массаж, трикотаж или еще какие-либо компрессионные манипуляции могут только повредить лимфатические сосуды. Главное – это наладить работу самих лимфатических сосудов и лимфатических узлов, чтобы они активно начали транспортировать самостоятельно лимфу из тканей, и тогда отек уйдет. И вот как мы это делаем. Первое. Надо очистить все околоклеточное пространство от продуктов воспаления и инфекции, которые всегда присутствуют в околоклеточном пространстве. Второе. Надо запустить моторику лимфатических сосудов, чтобы они сами начали транспортировать активно лимфу. Итак, задачи обозначены. Это околоклеточное пространство и моторика лимфангионов. Но как мы это делаем? Все начинается с простой консультации специалиста. Но ключом к решению проблемы является тщательный сбор анамнеза, потому что не все так просто. И дело не только в травме или еще в какой-то причине, а у одного человека может несколько быть причин, которые привели к лимфодеме. Следующее – это осмотр. И здесь главными инструментами являются руки, глаза, знания специалиста, потому что очень важно оценить состояние отека, его форму, его твердость или мягкость, наконец увидеть инфекцию, есть она или нет, и чаще всего это рожистая, грибковая инфекция, оценить полностью состояние артерий, вен. Мы только что завершили в этом кабинете УЗИ-исследований диагностику лимфодемы нашего пациента, когда мы оцениваем в комплексе состояние подкожной клетчатки, лимфатических узлов, лимфатических сосудов, для того, чтобы правильно подобрать лечение, потому что степень склерозирования, накопления жидкости у всех разная, и состояние лимфатических узлов у всех разное. В этом же кабинете проводится динамическое наблюдение за ходом лечения пациента. А сейчас мы приступаем к лечению. Оно начинается сразу после первичного приема, занимает от 1,5 до 2 часов в нашем дневном стационаре. И первое, что мы делаем, это очищаем всю подкожную клетчатку, пораженные конечности и лимфатических узлов от продуктов воспаления. Делается это с помощью простой процедуры. Наконец, самое важное – это то, что с помощью шприцевого насоса и лекарственных смесей, которые поступают в пораженный сегмент конечности, мы запускаем моторику самих лимфатических сосудов по нашей авторской методике. Надо сказать, что это самое важное – восстановить транспортную функцию самих лимфатических сосудов для того, чтобы ушли все отеки. А все остальное мы принимаем и используем как дополнительные процедуры, например, лимфопресс. И когда-то мы это осуществляем, когда-то мы это не делаем. Итак, самое главное – это моторика лимфатических сосудов. Это возобновление транспортной функции лимфатических сосудов. На все про все у нас уходит 10 сеансов вот этой комбинированной терапии. И люди, как правило, счастливы, потому что они избавляются полностью от отеков нижних, верхних конечностей. Таким образом, стандартный курс неосложненной лимфодемы занимает 10 дней. Мы используем современные препараты в лечении лимфодемы. Все процедуры абсолютно безболезненные и хорошо переносятся нашими пациентами.